Здравствуйте! Сегодня вдохновившись видео японского блогера Virtuvoice, он также является охотником и практиком. Охотится он на оленей, и он в своих видео перетачивал ножи Мора в линзу и показал на практике, как они работают. Ну а также привет Виталию из мужской берлоги. Сегодня мы будем перетачивать нож Мора в линзу и покажем, что из этого получится. Мы выпускаем в продажу новые филейные цельнофрезерованные зажимы. Они подойдут для заточки ножей мультитула. Используя только один зажим, можно зажимать короткие ножи. С помощью двух зажимов можно будет зажимать большинство ножей, в том числе кухонные. Но используя три зажима, можно будет зажимать такие ножи, как филейные, потому что они очень сильно гнутся. И создав три точки опоры, как раз мы добиваемся того, что нож у нас во время заточки не будет прогибаться. Толщина по обуху составляет до 3,5 мм. Математически выверенная радиально выпуклая форма наружной поверхности позволяет выставлять угол заточки всего в 7,2 градуса на сторону. Сверхпрочный материал, авиационный алюминий и новые технологии обработки позволили достичь минимальной толщины губок, без потери износостойкости. Ширина зажимов подобрана таким образом, чтобы можно было установить до 4 зажимов на рамку для фиксации даже самого гибкого вашего ножа. Данные зажимы не требуют калибровки, и зажатие происходит всего с помощью одного винта. Зажим мы расположили на одной стороне, для того, чтобы у нас ширина подвода по всему ножу не отличалась. Данные зажимы будут доступны для покупки как комплектом из двух штук, так и поштучно. Заточку мы будем начинать с помощью еще одной нашей новинки. Это алмазные камни с гальваническим напылением Чебоксарского завода. И здесь трехслойное алмазное напыление. Начинать мы будем с камня 100 на 80. Для заточки мы будем выставлять угол 18 градусов на сторону. Или 36 общий. Алмазные камни с гальваническим напылением имеют высокую эффективность в работе и работают быстрее других абразивных камней. В объектив микроскопа заметны сильные борозды от алмазного бруска. Снимает металл он очень быстро. Перейдем на камень 80 на 63. Риска немного стала меньше, но также очень большая. Перейдем на камень 50 на 40. Риска меньше, но на АРК присутствует большая микропила. Установили камень 28-20. Данные алмазные камни грубые, и после них необходимо еще прорабатывать другими, менее агрессивными камнями. Прежде чем приступить к полировке, необходимо максимально подготовить поверхность, то есть сгладить риску. Для этого мы будем использовать камень Barite PC 1200. Чтобы его почистить от шлама, можно использовать масло для чистки абразивов. Добавляем пару капель. Движениями поднимаем шлам с камня. И салфеткой уже можно все это убрать. Камень снова чистый. Установили камень Barite PC 1200 и нивелировали угол при помощи электронного угломера. Видно, что РК стала ровной и риска на подводе у нас уменьшена. Для полировки используем кожаный бланк и пасту белую Dualux. Наносим пасту
Перед нанесением паста не требует специальных действий, типа размачивания или разогревания, и просто наносится интенсивными движениями на кожу. Пару раз провели, этого достаточно. И начинаем полировку движениями на себя. Угол составляет точно такой же, который был при заточке, без изменения. Потому что это линза, и здесь опускать угол не обязательно. Результат, в принципе, сразу видно. Подвод начинает блестеть. После полировки подвод приобретает блеск, но под микроскопом просматривается небольшая риска. Камнем 1200 можно было поработать немного подольше. Произвели заточку ножа, проверим на газете. Нож острый, видно. По звуку реза можете слышать сами. Визуально мы оставили сканди-спуски, то есть у нас получилась некая сканди-линза. Давайте проверим, как он будет работать по дереву. Взяли мору со сканди-спусками, не переточенная, строгание. И с усилием. Теперь возьмем переточенную. Вот мора с линзой. Я думаю, результат налицо. Нож вгрызается. И работает гораздо интереснее. По субъективным ощущениям, работать таким ножом удобнее. Обычная мора. Еще раз. Итак, тесты показали то, что линза работает немного лучше, чем сканди-спуски. Но в целом оба ножа работают примерно одинаково. Что говорить о удержании режущей кромки, то линза, конечно, будет выигрывать, чем обычная заточка моры со сканди-спусками. Поэтому, если вы поедете на природу или будете, к примеру, проводить грубую работу, естественно, линза здесь покажет себя гораздо лучше. Как вы относитесь к линзе? Пишите в комментариях к данному видео, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. А также вступайте в нашу группу ВКонтакте и подписывайтесь на наш Инстаграм.